Краткий обзор, а также рекомендации по установке и эксплуатации стеллажа для пресс-форм и штампов с полным выдвижением полок. Итак, стеллаж в собранном виде выглядит примерно вот так. На всякий случай мы подписали стойки. Вот это вот номер 1, номер 2, 3 и 4 соответственно. В принципе, все стойки являются взаимозаменяемыми. Единственное, что нужно, это вот эти направляющие перекрутить вот сюда, если вы вдруг захотите их поменять местами. Также подписали мы рамки и полки. Очень простая кодировка. Верхняя рамка 1-2, это значит, что она находится между стойками номер 1 и стойкой номер 2. Дальше у нас идут полки. Полка 1-2-1, это значит, что это верхняя полка в секции между стойками 1 и 2. Вот вторая полка, третья и четвертая. Ну и нижняя рамка 1-2 между секциями 1 и 2. Точно так же все остальные секции. В принципе, рамки и полки являются взаимозаменяемыми. Но мы на всякий случай их подписали, вот, чтобы вы могли их собрать в том же порядке и в том же виде, как это собрали мы. Общий порядок сборки следующий. Выставляете сначала стойку одну, стойку вторую, закрепляете здесь, там и с той стороны болтами рамку нижнюю. Потом точно так же рамку верхнюю. Обратите внимание, что для того, чтобы закрепить верхнюю и заднюю рельсу, а также для того, чтобы закрепить рамки, вам необходим будет доступ к этой стойке сзади. Поэтому конструкцию следует придвинуть к стене, если она будет крепиться возле стены, уже после того, как будет собран сам каркас. Вот здесь места для крепления в пол. Здесь места для крепления в стену. С этой стороны сюда вот в стену. Это трос, чтобы сзади выставить диагональ, растянуть. Вот тут еще в комплектации все крепления на это все дело. Трос рекомендуется крепить за вот это вот отверстие и по диагонали. И за вот это в самом верху. Полки вставляются спереди. Надо открутить вот этот вот болт и вставить полку вперед, она заедет. И потом закрутить его на место. Для того, чтобы выдвинуть полку, нужно просто схватить за этот шпингалет и потянуть. Их у нас 2 на каждой полке с 2 сторон. Вот так фиксируется полка у нас в закрытом положении. А вот так в открытом положении. Когда мы хотим полку вытягивать, мы его убираем, тогда уже полка может ехать. Так она ехать не может. Полку следует вытягивать плавно на себя до момента, пока не раздастся щелчок. Как только мы услышали щелчок, фиксаторы вот здесь вот зафиксировались. Следует убедиться в том, что полка надежно закреплена и не поедет сама назад. Лишь только после этого можно начинать снимать, либо ставить груз сюда, на эту полку. Когда мы закончили работу с грузом на полке, мы ее легонько, аккуратно толкаем взад до момента, когда раздастся щелчок. Следует убедиться, что полка закреплена, что фиксаторы сработали. Ваша лебедочка. Я сама еще не смотрела, что тут. Так что будем смотреть вместе.
Так, тут инструкция. Вот. Угу. Тут она. В общем, я ее доставать не буду, потому что она вся в маске. Вот она. Угу. С цепью на 3 метра, грузоподъемностью 1 тонна. Так, распаковываю обратно. В принципе, так она к вам и поедет.